Приветствую вас на канале Орел без решки. Я нахожусь в Анталии у Нижнего Дютенского водопада с видом на район Лара. В этом ролике мы пообщаемся с вами с людьми из России, которые приехали сюда жить, узнаем, чем они здесь занимаются. Видео будет очень интересным, поэтому не будем тянуть. С вас лайк, подписка, погнали. Знакомьтесь, это Шура Карпенко. Он приехал в Турцию из Новосибирска. Расскажи, как давно ты здесь, как тебе вообще здесь нравится, не нравится? Ну, как сказать, вообще-то да, нравится, конечно, мне здесь, иначе бы я, наверное, сюда не приехал. Вот, давно ли я здесь? Я здесь около месяца, до этого я приезжал сюда в октябре, но у меня тогда был отпуск, были билеты, но потом так звезды сошлись, что я приехал опять сюда, но уже на машине, из Новосибирска. Из Новосибирска, да. На машине, и да. как вообще дорога? Дорога хорошая, дорога интересная, через четверть страны как минимум, я посчитал примерно по километражу. Вот 6000 километров, 6100 километров от Новосибирска до Анталии. Были ли какие-то проблемы в дороге? Проблемы? В частности, при пересечении границ. При пересечении границ проблем не было. Верхний Ларс, этот многострадальный, которого все боялись и на котором были очереди. И я его тоже боялся, когда мы ехали. Вот, вообще проблем не было, мы его просвистели очень быстро. Дольше проходили границу между Турцией и Грузией. Ну и как тебе здесь в Турции? Что тебе нравится, не нравится? Ну, нравится, конечно же, погода, потому что в Сибири она немного другая сейчас, градусов на 20, наверное, вниз она как минимум другая. Вот. Солнце, наверное, поменьше. Солнце, да, солнце поменьше, Новосибирск в целом пасмурный, он такой вот, там мало солнца, он как Питер вообще, то есть только в Сибири. В целом мне нравится уехать из России, потому что в России пересталось дышать свободно, и, скажем так, базовое ощущение чувства безопасности, оно очень сильно пошатнулось в последнее время. В принципе, Турция как вариант для меня более интересного, удобного развития событий по дальнейшей работе, потому что здесь большое количество русских людей, и здесь географическое положение страны такое, что можно охватить максимум аудитории, которая сейчас здесь из России, поэтому мне интересно работать здесь. Так, я услышал слово аудитория. Расскажи нам о своей деятельности, чем ты занимался в Новосибирске, чем планируешь заниматься здесь? Ну, я новосибирский музыкант, и у меня был достаточно большой проект в Новосибирске. Он был, потому что он там остался. Как называется он называется «Культурно». И это такая коллаборация музыкантов и актеров. Мы исполняли акустическую музыку, и аудитория там у нас в Новосибирске-то осталась достаточно большая. Мной горячо любимая, ребят, привет. Я вас люблю независимо от того, где я нахожусь. Расскажи про свою музыку, какое направление, жанр, о чем песни твои? Дим, я работаю в жанре акустического, наверное, акустический рок, скорее всего. Я как-то не задумывался, как это типировать. Ну да, акустический рок, потому что мне близка такая музыка, которая не связана, наверное, с какими-то электронными историями. Хотя я пробовал много раз и всякое разное. Я люблю ее, но как-то внутри для меня все-таки вот продолжение человеческого тепла, которое я стараюсь транслировать на своих выступлениях, это все-таки деревянный инструмент, какой-то, который сделан руками. В Новосибирске я делал квартирники, которые отличались именно взаимодействием с людьми. То есть я сам, мне нравится исполнять, мне нравится петь, но на концертах я предпочитаю, то есть у меня есть часть отделения такое, когда поют зрители. То есть я выдергиваю зрителей разных прям вот из их комфортной вот этой вот скорлупки, когда они сидят там, попивают или кушают. Вот, они выходят на сцену, начинают что-то петь со мной. Вот это моя задача, такая сверхзадача, которую я стараюсь выполнить. Так, а в плане лирики о чем твое творчество? Сейчас вот у меня готовится релиз, он как раз будет по антивоенной тематике. А так у меня и лирические есть истории. Потому что, о чем можно петь, как не о красоте, о любви. Все знают о трагических событиях, которые произошли в Турции. Произошло ужасное землетрясение. Многие, даже русские, вызвались помогать, разбирать завалы, собирать какие-то средства. Ты занимаешься этим?
Да, мы в первый день тоже отвозили гуманитарную помощь с друзьями и были вот здесь в Кони-Алты, в этом центре. И я там встретил русских ребят, которые волонтерили там, принимали этот груз, гуманитарку, и которые собирались туда ехать. Сейчас, да, случилась беда, и мы тоже процент небольшой от донатов на квартирники мы перечисляем в фонд помощи, безусловно. Поэтому, конечно, мы стараемся помочь в своей деятельности тоже. Знакомьтесь, это Азер со своей дочкой Арианой. Они сюда приехали в Анталию из Москвы и готовы с нами поделиться своими впечатлениями о жизни в Турции. Что нравится в Турции, что не нравится. Да, всем привет, дорогие друзья. Что нравится в Турции? Ну вот вы, наверное, слышите на заднем фоне, может быть, море. Вот оно нравится солнце, горы. И это, наверное, почему происходит, почему нас так, да, особенно из людей из СНГ тянет сюда, в Турцию, в Анталию, потому что, наверное, нам не хватает вот столько природных мест, особенно если из мегаполиса, да, там Питер, Москва, а здесь у нас, пожалуйста, скалы, море, солнце, горы, то есть столько природных вот таких фундаментальных вещей, да, в одном городе и в одном месте, в одной точке. Поэтому, я думаю, нас сюда так тянет. Это, конечно, очень нравится. Вы сюда приехали по аренде. Здесь живете, сняли квартиру? Да, мы снимаем здесь квартиру. Квартиру мы снимаем за 15 тысяч лир. Это где-то сейчас по нынешнему курсу 1 к 4. Это получается 60 тысяч рублей. В районе Кони-Алты? Да, в районе Кони-Алты. Кони-Алты, он большой. Если раньше мне казалось, что Кони-Алты это вот как маленький райончик, нет, вот это все, да, вот это все, это Кони-Алты. И внутри Кони-Алты уже есть такие регионы, там, районы, как Лиман, Хурма, очень много русских там. Вот у нас был даже случай, мы с ребенком пошли в детский дворик играть. И там просто сплошняком одни русские дети. И один пришел турецкий мальчик, и он такой просто встал, опешил, смотрит, как дети бегают, бесятся, и все говорят на русском. Он побежал к родителю: «Мама, я банджи!» Я банджи, да, то есть это иностранец, да. Поэтому... Мама, мне не с кем поиграть. Да, мама, мне не с кем поиграть. Поскольку Азер приехал сюда с дочкой, было бы уместно спросить у Арианы, как ей здесь в Турции. Ариана, сколько тебе лет? Мне 8. 8 лет, да? Ну как, тебе нравится в Турции? Да. Лучше, чем в Москве? Ну да. То есть по Москве ты не скучаешь? Угу. И чем ты тут занимаешься в Турции? Гимнастикой. Так, гимнастикой. В Москве тоже ходила на гимнастику, Да. правильно? Чем отличается занятие в Москве гимнастикой и здесь, в Анталии? Просто тут в Анталии у нас есть хореография на гимнастике, и мне больше поэтому нравится. А в Москве просто одна гимнастика без Да. хореографии, понятно. Как вы тут общаетесь с девочками тут же в Турции? Угу. Но они так русские у нас, мы с ними на русском разговариваем, но они тут родились, в Турции. То есть языкового барьера нет у вас? Да. Понятно. А как тебе еда здесь, в Турции? Ну, Нравится? лучше, чем в России. Лучше, чем в России? Да. Интересно. Продукты более качественные? Да. Понятно. Меньше химии, дети это чувствуют, да? Да. Так, Ариане в Турции нравится. А что думает папа? Папе тоже в Турции нравится. Как я сказал, про аренду 15 тысяч лир, это где-то 60 тысяч рублей. И, в принципе, на жизнь, но, опять же, все зависит от запросов. Те же 15 тысяч лир, ну, вполне хватает на жизнь, потому что в Турции, допустим, средняя зарплата это где-то 500 евро. Ну, это получается где-то 600 долларов. И если сравнивать с Москвой, то в Москве, ну, мы знаем, да, там тоже 100-150 тысяч, это такая средняя зарплата для того, чтобы жить в Москве комфортно, если снимаешь, арендуешь жилье. Здесь, в принципе, история похожая. Как у тебя обстоят дела с ВНЖ? С ВНЖ мы, хоть я сам лично здесь полгода, семья приехала ко мне чуть позже, я сейчас только-только дозавершаю вопросы с ВНЖ, потому что, допустим, как приезжаешь, ты можешь несколько месяцев, как россиянин, находиться в Турции, ну, и не отчитываться. Потом, когда ты подаешь на ВНЖ, ты месяц-два можешь ждать только даты рандеву.
после того, как ты пришел на рандеву, тебя могут отправлять постоянно до приносить какие-то документы. То есть это может быть там, неделя, 2 недели, 3 недели. То есть месяц ты еще приносишь документы, это уже 5 месяцев. И после того, как ты уже подал документы, у тебя еще месяц, 2 идет вот этот период, когда тебе одобрили либо не одобрили. То есть получается в полгода, в принципе, уходит вот на этот вопрос, если им не заниматься сразу. Чем вообще занимаешься в Анталии? Что тебе позволило здесь остаться, снимать квартиру за 15 тысяч лир каждый месяц? Я занимаюсь чем? Я сам являюсь инвестором, при этом, то есть это мне создает вот этот пассивный доход, за счет которого я путешествую. А здесь, в Анталии, я делюсь своим опытом с ребятами не в тему инвестиций, куда и как инвестировать, а тему, какой нужно быть личностью, чтобы привлекать деньги в свою жизнь. Мой тренинг называется «Просто личность», «Магнит для денег» я его назвал. И он как раз на тему, какие есть законы личности, допустим, рано просыпайся, там, уважай родителей, да, такие банальные вещи, о которых мы часто забываем. И вроде как, если послушать, да, 90% разводов. Значит, люди знают, что нужно общаться со своим партнером, строить гармоничные отношения, и это помогает во всех сферах жизни. Но мало кто это делает, да, то же самое, как люди знают, что нужно откладывать деньги, вести учет расходов и доходов, но мало кто это делает, и поэтому люди страдают финансы. И вот я всему этому в комплексе обучаю на тренингах. Кстати, тренинги у меня проходят в офлайн, здесь в Анталии, ну или есть возможность личной консультации в Zoom. Если что, ссылку. Да, и если кто захочет прокачать свои скиллы личностного роста, стать таким магнитом для притяжения денег, Инстаграм, контакты все Азера мы оставим в описании. Спасибо. Приветствую тебя. Расскажи пару слов о себе, откуда ты, как ты сюда попал. Ребят, привет! Меня зовут Алибаба. Совсем недавно я был Алексеем из Москвы. Но так получилось, что я в Турции, и Алекс здесь созвучно с Али. И кроме этого, хочу поделиться с вами радостной новостью. У меня жена беременная. Ну, бывает часто так, что люди ездят на отдых, они там делают детей, это прекрасно, потому что дети – это цветы жизни. Так случилось и со мной. Мы поехали на отдых, немножко задержались, потому что я здесь с октября месяца, ноябрь, декабрь, январь, февраль, уже 4 месяца, представляете, я тут. Ну, когда ты сюда приехал, ты не планировал здесь задерживаться? Я думал, я здесь просто недельку, может быть, 2-3 побуду. На самом деле, мне интересно путешествовать, я люблю. Как раз закончилась моя учеба, второе образование получил и, наконец-то, смог выделить место для того, чтобы попутешествовать. Так, ну Али, это понятно, что такое Баба, почему Али Баба? Ну, в общем, не Баба, а Баба. И, как мы все знаем, Баба в Турции означает папа. Не бабушка, да? И все сходится, в общем. Беременная жена, муж Али, который скоро станет папой, у него родится прекрасная дочка, получается Али Баба. Так, ты живешь в Анталии? Точно, живу в Анталии. Я так понимаю, в самом русском районе Кони-Ялты? Нет, я живу в районе Кипес. Это культурный район, рядом у меня университет, много иностранцев, много студентов. На территории университета есть стадион, иногда я хожу туда бегать. Здорово. Расскажи, сколько ты платишь за аренду жилья? Ну, знаете, сейчас вообще-то цены подросли. Плачу 9 тысяч в месяц лир. Раньше можно было бы снять данное жилье 1000 за 4. А у тебя жилье какого типа? 2+1, 1+1? У меня 2+1. 2 комнаты, 1 кухня. Ага, 2+1, 9 тысяч лир. Точно. И такой вопрос, поскольку ты решил задержаться в Турции, как у тебя обстоят дела с ВНЖ? Естественно, я хочу здесь находиться легально, соблюдать законы, потому что я уважаю местную власть. С ВНЖ дела плохо, честно сказать, потому что на данный момент лавочку прикрывают, и ВНЖ перестали давать людям. Алибаба, ты очень красивое место выбрал для встречи. Расскажи об этом месте. Слушай, ну это местечко, оно недалеко от Анталии находится. От центра полчаса езды. Сюда легко и удобно приехать. Можно нанять такси, можно взять трансфер. Посмотреть на эту природу, она великолепна. Чем вообще занимаешься в Турции? Как планируешь задержаться здесь?
Ну, свою деятельность я не прекратил, я продолжаю заниматься тем, чем я занимался в России, в Москве. Я помогал людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, я их восстанавливал, делал им реабилитацию, занимался банькой. И, конечно же, я взял все, что у меня было, взял баньку свою, взял в себя свои умения Так, и приехал сюда. Ты приехал сюда со своей банькой? Да, правда. Многие удивляются, но это так, потому что я люблю свою работу, это моя жизнь. Это часть меня, я не могу существовать без этого. Ну, и расскажи, почему именно этот парк? Да, я искал место, где бы я мог быть полезен, где бы я мог расположиться, где бы мне всегда были рады. И мои усилия были тщетные. На каждом новом месте меня забывали на следующий день. Я уже отчаялся найти место, и тут вдруг по знакомству все решилось. Я думал, в Турции это не работает, а это здесь на самом первом месте. Тут все делается по знакомству. Раз ты взял с собой баню, давай посмотрим ее, покажем нашим зрителям. Пойдем. Что такое баня переносная. Смотрите, еще недавно вы бы сказали, что баня переносная, как вот эта вот здоровая деревянная конструкция. Как ее можно... И вообще в Турции баня это что, в диковинку? Ну да. Взял бы хотя бы хамам, да, но баня еще Хамам, переносная, мобильная. Ты ее как на ковре-самолете сюда принес, пригнал. В общем, смотрите, это самая настоящая мобильная баня, в которой очень-очень жарко, в которой люди приобретают легкий пар. Так, ну что, давай посмотрим. пойдем? Вот это чайник даже. Это чайник с ароматами, с разными. А, тут ароматы. Там эвкалипты, то есть я буду использовать его во время того, как мы, скажем, будем там париться, и чтобы ароматные парения были. Сколько здесь одновременно может человек находиться? Комфортно здесь сейчас может быть 6 человеком, плюс парильщик. А если снимать с перегородкой, то тут можно в 10 попариться. То есть еще ставится столик, печка переносится в другое место, и можно в 10, может 11, может 12 человек. Поварешка, перчатки банщика, градусник. И по запаху прям как в настоящей русской бане здесь. Точно. Столы, Здорово. дерево, полоки. Мы называем их банные полоки. Печка, каменка. А куда после баньки, я так понимаю, вот в речку холодную? Охладиться-то после баньки. На самом деле можно и в речку, можно и до водопада даже добежать. Как мы с моим другом делали, он приехал вот. Может быть, и в этот раз стартанем. Однако сразу вышел из баньки и можешь окунуться в талую воду с горной реки, уже отфильтрованную. Если пропустить баньку, сразу окунуться, это холодно. Можно после заболеть. баньки, наверное, кайфанешь здесь. После баньки я никому не даю. После первого, после второго, после третьего захода только человек уже может в эту воду окунуться. И тогда это кайф. В общем, ребята, кто живет в Анталии, соскучился по русской баньке, хочет попариться, контакты Али-Бабы мы оставим в описании. Вот с такими интересными людьми мы с вами сегодня познакомились. И вы знаете, когда живешь в Турции, в чужой стране, ты скучаешь по родине, но когда общаешься с людьми, которые сюда приехали, ты понимаешь, что они не просто приехали, а взяли с собой кусочек России. Благодаря этим людям ты можешь сходить здесь на квартирник, попеть песни на русском языке, даже сходить здесь в русскую баню или пообщаться с единомышленниками, которым интересен личностный рост. Канал «Орел без решки» — это все о путешествиях и жизни за границей. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео. Обнять и просто сказать, как я тебя люблю. Просят воздуха крылья, дайте воды кораблю. Нужно продолжить танец, чтобы звучал мотив. Нужно продолжить танец, чтобы звучал мотив. Мне хочется громко кричать: откройте глаза темноте. Мне хочется просто сказать: не привыкайте к войне. Страшно лицом к лицу, крепко рука в руке. Жизнь продолжает смысл. Не привыкайте к войне.